Я предлагаю нам сесть, Анатолий. Не хочешь? Я же спортивный. Хорошо. Если ты не против, ты можешь сидеть, я могу стоять. Нет, я совершенно не против. Значит, следующий образ жизни – это зло. Друзья, значит, если есть какие-то вопросы, вы поднимайте руку, мы вам передаем микрофон. У меня первый вопрос. Представляя картину, ты сказал, что это документальный фильм, снятый игровым методом. Что имелось в виду? Имелось в виду, что когда мы пытались снять чисто документальное кино, используя методы документального кино, то есть голос за кадром, интервью, какое-то архивное врезки, вырезки, фото, сепия и так далее, с какими-то графиками, с экспликациями. Справа у вас пластиночка, слева у вас тоже пластиночка. Это получалось обучалка или такое общеобразовательное кино. Не получался опыт у зрителя вот этой профессии, то есть что чувствует диджей профессиональный, который туда-сюда ездит. Поэтому я обратился к художественному кино, в котором гораздо шире арсенал создания именно образа, именно ощущений, эмоций у зрителя. То есть, по сути говоря, лучше манипуляция. И мы решили скомбинировать какие-то моменты из документального кино, то есть, например, самолеты настоящие, они не CGI, они не нарисованные, там настоящие пассажиры, которые орали, куда мы летим, что это за базука на плече у этого мужчины. И мы не могли снять 2 дубля, то есть приходилось все снимать до посадки, потом почему-то никто не хотел пробовать взлететь сразу же и снять мне 2-й дубль. Но очень много мы снимали по сценарию с множеством проходами, с дублями. Хороший пример — это вот чудесный московский лифт, который скрипит. Ну, наверное, раза 20 мы снимали его, причем в 2 приезда в Москву. И использование музыки, использование цвета, плюс камера, она не автоматический фокус используется, классический разделенный звук и картинка. Хлопушки у нас не было, хотя на некоторых съемках была хлопушка. Все остальное, то есть вот классический метод наводки на фокус ручками и композиция, свет и так далее, это чистое художественное кино. В результате получается у человека погружение в мир диджея зачастую неприятное погружение в мир диджея. И мне кажется, что это удалось лучше, нежели просто сказать, вот диджей, он работает так, на выходе получается какое-то, передача информации, но не передача эмоций, не передача подноготной того, что такое быть диджеем. Документальное кино передает информацию, но плохо, на мой взгляд, передает жизнь и архетипы какой-то профессии или какой-то жизни. А вот при этом сцена в гостях, это похоже на такое традиционное, классическое для документального кино кинонаблюдение. Да. И там тоже были роли и реплики расписаны. Там такой гибрид получился, потому что я изначально написал сценарий «Хочу в хипстерском апартаменте с видом на Москву, Кремль желательно, с чаем, азбука вкуса, чтобы где-то была внизу мед и так далее, все, что полагается московским посиделкам. Но я первый раз в жизни видел этих людей. То есть для меня это было нечто жуткое. Потому что Пушкарев, главный герой диджей, говорит, ну что, поехали, снимаем. У него вот такая манера. Ну, поехали в Питер, поехали туда-сюда. И никакого задания говорящим не было. То есть мы разговаривали на совершенно разные темы, и мне приходилось одновременно снимать, наводить на фокус, брать звук и как-то их модерировать. Потому что это скатывалось постоянно в «А вот диджей Петя, ох, ужасный человек, он вот вышел
сделал то-то, а вот Казантип это такой, и вот, ну, типично, чем занимаются мужики, которые собираются. А вот там Таня, она вот приехала ко мне, и я ей подарил. Ну, и вот это пришлось вырезать и очень сильно пользоваться монтажом. Монтаж вообще делает документальное кино. Поэтому это одна из основных причин, которая заставила меня выбрать именно документальное кино, потому что можно было попрактиковаться в монтаже. До того, как я начал что-то снимать, я вообще думал, что монтаж не существует в кино, что все снято одним таким проходом. И до 2011 года я думал, что там, Inception, класс, камеру включили и на 2 часа и сняли. Или какой-нибудь, ну, даже там «Броненосец Потемкин», Кулешов, я понять не мог, кто это. Когда мне подсказали, что ну вообще-то тут как бы склейки, поэтому я решил попрактиковаться. И сложнее документального кино, в общем-то, нету ничего в монтаже, потому что это непредсказуемо зачастую, в отличие от игрового кино. И вот эта вот сцена разговора за чаем, это прекрасный пример, где хренаси в тот момент, когда на меня смотрит собеседник, типа я же тоже вроде бы с ними разговариваю, это не актеры. И я его хренась на какой-нибудь чай наливает. Естественно, чай он наливал вообще через 6 месяцев после этих съемок. То есть я это отснял, посмотрел в Женеве, где мы делали постпродакшн, ужаснулся, потерял вообще совсем остаток волос. Сказал, так, летим обратно в Москву, снимать вставочки, чтобы спасать эту сцену. То есть это довольно-таки, может быть, выглядит какие-то моменты спонтанно, но за всем, в общем-то, жесткая логистика такого игрового кино, когда продюсер просчитывает, сколько это будет стоить, возможно ли. Почти все, что вы видели, это было снято с разрешениями оттуда. Ну или где там Кремль. Вот. И довольно методично отснято, зачастую не в порядке хронологическом. Соответственно, вот эти все перелеты, это тоже Пушкарев не сел на самолет в Москве и полетел в Женеву и так далее. Нет, это совершенно разобщенные были моменты, которые потом при монтаже соединились в одну историю. Использовались разные совершенно аэробусы с разными крыльями. Они там переходили в постпродакшене доводку, чтобы это казалось одно и то же крыло, хотя это на самом деле не так. То есть очень много CGI на самом деле. Ротоскопинг, CGI, которую, надеюсь, вы не заметили никто. На данный момент, сколько фильму лет, никто не говорил, а че там? То есть это опять же художественные какие-то практики, методы. Для того, чтобы создать документальный образ, документальное ощущение. То есть, когда этот фильм смотрят профессиональные диджеи, они в ужасе. Они нам пишут письма, в первую очередь Пушкареву, который главный герой, говорят, господи, мне было ужасно неприятно смотреть этот фильм. Иногда приятно, потому что я сижу, думаю, блин, вот помню, я ехал к этим румынам, думаю, меня там сейчас порешат вообще. Выходишь из аэропорта, там, ни бы, ни мы, ни кукареку на каком-то там «Do you speak English?» «Yes, a little bit». И потом вот такие вот там, неизвестно, в одну сторону доедешь, а потом от тебя забудут. И диджеи, то есть профессионально, они смотрели этот фильм и видели, что вот пульт, который, соответственно, сам инструмент рабочего диджея, он примитивный. Извините, я как человек с музыкальным образованием, может быть, кто у нас тут в аудитории играет на каком-нибудь музыкальном или играл в музыкальном инструменте? На нервах все играют. Один человек, 2 человека? Ну ладно, окей. На нервах еще, да. Ну, я вам просто тогда скажу, что сводить один трек с одного винила на другой,
это просто. То есть почти вы все можете этому научиться довольно быстро. Самое сложное в диджеинге — это выбрать, какой трек после какого будет. То есть это скорее куратор, нежели музыкант. Это не исполнитель Баха, Моцарта и так далее. Вот. И этот момент технический, когда какой-то там канал, эквалайзер и так далее, мы очень аккуратно снимали, чтобы совпадало с реальностью. Но если бы мы поставили просто камеру в клубе, условно говоря, и снимали то, что происходило, получилась бы полная бельберда. Потому что не совпадал бы звук, по времени не то происходит. Обычно один трек техно, он длится 8 минут, а здесь, если вы заметили, в каждом клубе 3-4 минуты на 3 трека. Вот, то есть приходилось постоянно придумывать способы показывать одно, не связанное с записанной музыкой in situ, и потом в постпродакшене, для того, чтобы достоверно все равно выглядело. Это получалось более реалистично, нежели камера верите, когда поставил, включил, выключил. Ну, это еще такой, это не просто такой комментарий, скорее, это еще Хичкок говорил, да, что если хочешь сделать сцену реалистичной, нужно, наоборот, камеру ставить не на уровне глаз, а ставить стол, на него стул, на него оператора, и вот, то есть, чем более реалистичный кадр, тем менее реалистичны его, собственно говоря, те способы, как ты добиваешься. Да, это такой странный парадокс. То Да. есть, например, в клубах, я прошу прощения, я вот снимал вот так вот, обычно упирался в какой-то там прибор, поэтому я снимал с напряженными квадрицепсами бедра. У меня 20 килограмм камера, и я вот так вот... Никто вокруг меня, то есть люди там танцуют, а рядом мужик издает совсем другие звуки. Вот, то есть... Мне больше всего помогло, как режиссеру и оператору, это тяжелая атлетика. То есть мы купили комплект очень таких серьезных гантелей, штангу. Вот все остальное — это монтаж, свет, драматургия. Фигня по сравнению с тяжелой атлетикой. Так что если кто-то собирается вот снимать не с тележки, а вот там с стадикем или с плеча, очень советую. Прям вот радикально. Я перестал там пить, начал нормально питаться, йога, сон, насколько это возможно. Самое лучшее, что есть для режиссера-оператора. А кто и почему выбрали как главного героя Андрея Пушкарева? Выбрал я. У Пушкарева вообще такой даже идеи не было в голове. Когда я просто заглянул себе в iTunes, у меня на первых позициях был Пушкарев. То есть по количеству сетов и по качеству сетов. Плюс этот диджей постоянно гастролировал, что довольно редко. Особенно, когда диджей играет даб-техно, дип-техно. То есть это очень некоммерческая техно-музыка. Может быть, вы слушали или были в каких-то ночных клубах, где вот это бэн-бэн-бэн-бэн-бэн. Выходишь такой, без кокаина не обойтись. А тут довольно-таки мелодичная техно, которую можно слушать в машине, даже в офисе, работать и так далее. И он куда-то ездил постоянно. Поэтому я ему позвонил, мы с ним встретились в Париже. Изначально я думал снимать скорее команду диджеев, нежели одного диджея. А так изначально мы пытались снять еще из команды deepmix.ru. Программный директор этого замечательного веб-радио, тоже легендарного, Дима Загинаилов. Что-то с ним случилось. Он уволил всех. То есть Бивойса, кто там еще был, Кубиков, Ижевский. Там никого не осталось. Удалил все миксы. А можно спросить,
Ну, я нашел информацию в интернете на MDB о том, что бюджет фильма 100 тысяч евро приблизительно. Да, я потом просто перестал считать. Ага. Вот честно такой говоря, вот вопрос. То есть я понимаю, что, скорее всего, эти деньги были найдены, ну, либо на питчинге, либо каким-то что-то типа того. Неужели это все деньги вот этого диджея? Не. Это ваши деньги? Это часть мои деньги, это деньги друзей, это деньги, где, в общем-то, не особо связаны с кино. Собственно, вопрос... То есть это так называемый технический термин, если это private equity. Мгм. Вопрос, собственно, не в этом. Это большая очень сумма, она крупная для документального кино, особенно когда вы говорите документальное кино в России, рядом цифра 100 тысяч евро, это много. Ну, А, Да. И, Это очень много. собственно, вопрос такой, как у вас получалось доказать этим людям, что они должны дать вам денег на фильм, в котором практически нету основного, ну, типа, нету конфликта, нету изменения героя в кадре. То есть вы не можете сказать, что вот у меня в начале он будет таким, а в конце он изменится и станет другим. Нету героя, нет антагониста. Да, вот А- как а- доказать это потенциальному, грубо говоря, инвестору? Как вы это делаете? Я к любым инвесторам с тех пор и сейчас, и в будущем я подхожу предельно честно. То есть я считаю, что инвестор – это член команды, поэтому это человек, который должен знать максимально о проекте и как о каких-то потенциальных продажах, так и о потенциальных disaster, то есть, ну, тотальный, можно сказать, факап. Ну, то есть, что ничего не получится, и он потеряет деньги. И со всеми инвесторами я садился за стол переговоров и говорил, дела вот обстоят так, у нас будет антигерой, у которого хватит духу заявить о проблеме, сказать, что я устал, я хочу днем, я хочу природный ритм циркадный, я хочу то, я хочу все, я стремлюсь и ничего у него не получается. В общем-то, фильм — это драма, получается. То есть в какой-то момент люди, которые смотрят кино, они видят, что у него никогда не получится то, что он задумал. То есть вот эта вот арка развития, она приходит в стагнацию и обрывается в конечном итоге. То есть в этом плане это антигерой такой классический. Несмотря на это, мне очень помогло то, что к тому времени у меня было примерно 15 лет профессиональной фотографии. Я был опубликован там Taschen и в прочих других. Ну, то есть я работал в Magnum, в View, Getty и т.д. и т.п. И я мог показать картинку, что даст фильм. То есть я был не просто человек там с улицы, который вдруг решил сделать кино, а у меня было нечто конкретное. Я просчитал бизнес-план, какой была у нас целевая аудитория, сколько можно продать, сколько никогда не получится продать. Поэтому попытались снять как можно дешевле, чтобы вернуть деньги. И каждый раз это был, в общем-то, человеческий разговор. Люди дают деньги в кино, я имею в виду private equity. Да не только в private equity, в, скажем так, и студии, и государственные структуры, они все равно дают деньги личностям. А в первую очередь тандемом режиссер-продюсер. Продюсеры, к сожалению, недостаточно о них разговаривают в прессе, на фестивалях. Это люди, ну, они потрясающие. То есть они на вот голом месте создают что-то. Даже несмотря на сумасшедших режиссеров типа меня. Вот, поэтому главное — это диалог между инвестором, который верит в личность, способность продюсера и режиссера. Это такой, в общем-то, человечный диалог. То же самое, я не знаю, во Франции это СНС. В СНС, когда вы подаете
в конкурсе, ваш сценарий читают и так далее, первое, что спрашивают: окей, а кто ваш продюсер, кто ваши актеры, и когда вы представляете свой проект, это не питчинг, а скорее разговор с отборочной комиссией для того, чтобы понять, насколько вы как команда работаете хорошо, уверенно вместе, насколько у вас конфликт есть или нет. Естественно, лучше брать тех, у кого нет конфликта. То есть кино — это же такой командный спорт. То есть если вам хочется работать одному, то есть вот фотографии, есть скульптура, есть куча других занятий на нашей планете. Кино — это именно команда. Если команда не функционирует, ей не дают деньги. Вот у меня вопрос, все-таки, вот по твоему мнению, куда он все время едет? Он едет, во-первых, по накатанной, во-вторых, потому что так получается, и потому что он под это заточен. Это раз. Два, то, что я заметил, это то, что он все равно думает о своей мечте работать условно говоря, в маленьком домике на берегу моря или в каких-то полях с видом там, на швейцарские Альпы, потому что это человек из Воткинска. Кто знает, где Воткинск находится? Ну вот я тоже не знал. То есть это Ижевск, а там еще и пилите, и дорога заканчивается. Там вот город, который не похож, с моей точки зрения, на город, а похож Тартары. на деревню. И вот вы видели, когда он там через какие-то вот эти вот лыжи, это проспект Кирова. Какой проспект Кирова? То есть там нет туалета, канализации. Я был в ужасе, но вот оно так. Город. И он человек природы, то есть ему в мегаполисах неприятно, то есть он работает в мегаполисах, потому что клубы в мегаполисах, он очень многого лишает себя в жизни, там, еды, которую он любит готовить, какого-то общения, сна и прочего, ради того, чтобы людям дарить, показывать эту вот новую музыку, как-то их приобщать. То есть это, технически говоря, это подвиг, который заставляет людей к чему-то новому прислушиваться в клубе, потом идти домой, прослушивать SoundCloud на какие-то новые темы музыкальные, что-то узнавать новое. И метафорично я вложил это в фильм, то есть он постоянно, как только раз отключился, у него возникают воспоминания его дома, и Воткинска, это огромная река Кама, бесконечные леса, поля, и в конечном итоге он доезжает, то есть он все пытается, все думает поплавать в этой Каме, наконец-то он приезжает к настоящему морю и понимает, что это не решает его проблемы. То есть он дальше уходит на очередной луп, на очередной круг, на очередной квадрат, который повторяется. То есть остается его сумка с этими квадратными обложками, конвертами винила, но по сути... Вот оно, море. Что ты, чувак? Ты куда пошел? Куда? Вот здесь. Садись. Вот оно, счастье же. Нет, счастье не наступает. То есть он едет дальше в какой-то очередной клуб, в очередной город. И неизвестно, чем это кончится. Есть вопрос, я сам выступал иногда и понимаю, что это эмоции, которые ты получаешь от того, что просто доносишь людям свою музыку. Да. Тогда почему человек просто безэмоционален, почему он весь фильм вообще не издает никаких эмоций? Ну, я вот хочу просто продолжить эту мысль, да, отвечая на ваш вопрос. Это, конечно, да, кино про ловушку, и оно наполнено повторами, и это, собственно говоря, повторы и есть суть этой ловушки. Человек, здесь тоже возникает вопрос, куда он едет, куда он бежит, от чего, от кого он бежит, да, какую там смертельную тоску он пытается этими перелетами, бесконечными этими кругами, значит, заглушить. Вот. И здесь, поскольку само состояние персонажа такое, кино тоже такое, да, в нем много тоски,
пустоты, загнанности, вот такой ловушечности. И в этом смысле фильм, конечно, такой интересный кейс, потому что он, с одной стороны, соединяет разные эстетики, да, значит, там роуд-муви, значит, некий такой видеоклип. С другой стороны, он работает с тем, что современные эстетики называют не катарсической эстетикой. Да, Есть катарсис, да, не происходит. да, а здесь выхода нет. Собственно говоря, этого самого эмоционального подключения, о котором вы говорите, оно намеренно исключено, его тоже нет. И вот есть такой эстетик Нгай, он вообще говорит о том, что современное искусство и кино в том числе чаще работают не с катарсическими элементами, а с так называемыми ugly feelings. То есть, например, чувство неловкости, чувство скуки, чувство какого-то дискомфорта при просмотре. И вот здесь скорее с этим работает Анатолий как режиссер, нежели вот с той эмоциональной связью, о которой вы говорите. То есть да, это совершенно исключает, наверное, ряд зрителей, да, но это особая задача, как я понимаю. если Абсолютно я правильно понимаешь. Я потому что, буквально сейчас на Кольте вышла новая статья о переводе. Книжка называется «Селфи», чувак, может, слышал, где говорит товарищ автор, что на самом деле поменяться очень сложно, и что нам с эпохи Айн Рэнд врали, что главное расправить плечи, и атлант поскочит, и все у вас получится. Нет, если вы родились с определенным набором ДНК, и у вас там больше невротизма, наверное, по-русски, нежели там, других качеств, вам будет очень сложно поменяться. И это вот правда жизни. Что с этим делать? Все равно есть что делать. Надо обращаться там за помощью, надо собой заниматься. И я пытаюсь снимать кино про то, что можно сделать, и про то, что существует, нежели создавать сказки. Как это делается в Голливуде, где, я не знаю, если взять того же Майкла Мэна, Collateral Damage с Томом Крузом, где чувак, который таксист и мечтает открыть свой бизнес, совершенно нулевой лузер, вдруг становится мега-супергероем, спасает всех и вся. Это так не бывает. Вот не бывает. Бывают люди, которые постоянно спасают, бывают люди, которые мечтают спасать. Поэтому это выбор. Это выбор. Естественно, людям хочется зачастую пойти в кино, отключиться и помечтать. Помечтать о парашютных прыжках с Томом Крузом и то, что они смогут когда-нибудь, когда они станут старыми. Нет. Ну, тем более, собственно, формат документального фильма, наверное, предполагает эту самую честность, это самое зеркало. Квадрат этого зеркала, да, которое, в общем. Да, квадрат это, в том числе, почему выбрали такое название, это окно в жизнь настоящего человека, а не нечто такое абстрактное. И то есть это, кстати, это одна из просьб Пушкарева, когда я ему предложил сделать кино, он сказал: окей, я согласен, если мы будем снимать честно. Я не хочу врать. То есть мне вот так ощущается перелет, и он действительно мучается. Это, я когда снимал это кино, мне вообще так плохо, редко, когда вообще в своей жизни я так себя плохо чувствовал. То есть последний вот этот клуб меня просто тошнило. То есть я уехал в гостиницу, я пил таблетки, чтобы меня не вырвало. То есть настолько... Потому что мы начали типа в пятницу в 6 утра и закончили в воскресенье в 8 утра. Нон-стопом я вот это все снимал, тогда, когда Пушкарев, вот каждый раз, когда вы видите, что там, спит, я же не сплю, я же это все снимаю. То есть это жесть. Это мега жесть. Но это честно. Это было вот первое, то, что он меня попросил, чтобы это было честно.
И поэтому он не зол на меня, он не говорит, что вот что ты из меня сделал, я вообще какая-то там неэмоциональная кукла, и вообще, что обо мне подумают люди, нет. И второй момент, чтобы я ему не мешал во время выступления. То есть он просил, чтобы я не появлялся в диджейке, типа, ой, что это за трек такой, ну-ка поменяй, мне нужно для кино. Вот у нас была такая договоренность, чтобы это было максимально честно, и я не мешал ему работать. Честность, и это вообще очень здорово, и мне кажется, очень хорошая такая кода для нашего разговора, да, потому что документальное кино и кино вообще, конечно, и вообще наша жизнь, конечно, хотелось бы, чтобы была честной по отношению, в первую очередь, к нам самим. Друзья, спасибо большое за этот разговор. Давайте Анатолия поблагодарим. Спасибо большое.